Президент России Владимир Путин поддержал выработанные морской коллегией Российской Федерации предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом заявил глава ведомства Николай Патрушев. На фоне усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают акты пиратства. Последний тому пример – попытка военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации Альянса задержать в Финском заливе гражданское судно «Ягуар» с российским грузом, отметил помощник президента на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании Президиума морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации, подчеркнул он. Угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают, убежден Патрушев. Усиливается военно-морское присутствие сил Альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике. Патрушев рассказал, что организована система обеспечения транспортной безопасности акватории морских портов, расположенных на территории Ленинградской области, отдельными морскими терминалами, закуплены и установлены средства радиоэлектронной борьбы. В целях усиления обороны критически важных объектов и инфраструктуры создан региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра. Кроме того, обеспечена надежная связь с оперативным штабом Единого национального центра, разработан и введен в работу регламент контроля и информирования объектов критической инфраструктуры по приведению в повышенную готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внештатных формирований гражданской обороны и внештатных аварийно-спасательных формирований. Разработан порядок проведения осмотра судов на предмет выявления посторонних предметов и взрывчатых веществ. Поможет ли все это? Или Балтфлоту придется воевать снова? По сути, мы возвращаемся на Балтике к политике петровских времен, говорит редактор форум МСК Анатолий Баранов. Есть флот, есть окно в Европу. Нет флота, форточка закрывается. Россия как государство обязана защищать свои интересы всеми доступными средствами. И не только сейчас, а вообще, всегда. Другой вопрос, какие средства нам сейчас доступны? Может ли сегодня Балтфлот воевать с флотами стран НАТО? Мне кажется, он уязвим даже в местах базирования. Балтика вообще ловушка для флота, как и Черное море. И потом мы готовы к большой европейской войне. Наше спасение только в том, что Европа тоже не готова. В районе Калининграда они пиратствовать пока не решаются, только в Финском заливе. Калининградская область лучше охраняется, она и задумывалась как военная база, а Ленинградская зона отдыха питерских и проходной двор, что и должно быть в эпоху открытой экономики. Но эта эпоха закончилась, пора охранять склады, причем не только сторожем с берданкой. Там для нас очень узкие проливы, мы не можем даже выходить в море, не входя либо в финскую, либо в эстонскую погранзоны. Цари-то были не дураки, завоевывая Эстляндию и Великое княжество Финляндское, и Сталин не из-за озорства присоединил Прибалтику, а хотел еще и Финку. Это естественное направление развития России со времен Новгородской республики. Уйти с этого направления значит закрыть проект «Россия». Пока что там только эстонский флот пытается угрожать. Нам ли его бояться? Эстония, как и Финляндия, теперь страны НАТО. А там есть 5-й пункт соглашения, который обязывает остальные страны Альянса воевать за интересы подвергшейся нападению страны. Ну и флот на Балтике куда меньшая угроза, чем морская авиация. А тут у НАТО кратное преимущество. А в Эстонии есть аэродромы, построенные еще СССР. Чем нам воевать против них в таком случае? Или все же до этого не дойдет, и все ограничится взаимными задержаниями коммерческих судов? Тем и успокоится. На то и весь расчет, что большой войны не будет, а мелкое пиратство как-нибудь преодолеем. Чем воевать в случае большой войны, понятно. Этому генералов учат в академиях. В первую очередь уничтожаются аэродромы и позиционные районы ракетных войск. Затем базы подводных лодок и ракетных крейсеров. А вот с мелким каперством сложнее. Мелкое оно, конечно, но торговлю может подорвать по-крупному. В старое время по морям курсировали крейсеры, которые при встрече с пиратами брали их на абордаж, поскольку с регулярным флотом никакие пираты справиться не могут. И потом вешали на реях.
И это последнее при современных методах распространения новостей может оказаться самым действенным. В целом пакет предложений, поддержанный президентом, закрыт для СМИ, его содержание не озвучивается, отмечает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Однако, исходя из многочисленных заявлений Патрушева на тему противостояния России и НАТО в Балтике, можно предположить основные направления этого документа. Что значит всеми доступными средствами? Какими? Есть ли красные линии? Воевать будем или как? Защищать российское судоходство можно тремя основными группами средств: военно-техническими, военно-политическими и дипломатическими. Первая группа средств предполагает прежде всего меры непосредственной защиты кораблей и подводной инфраструктуры от нападения противника или попыток препятствовать российскому судоходству. Сюда же следует отнести меры по организации системы обеспечения транспортной безопасности акватории, установку морскими терминалами средств радиоэлектронной борьбы, тщательный осмотр судов на предмет выявления взрывчатых и других опасных веществ, создание новых маршрутов следования судов, организацию передвижной системы спутниковой связи на кораблях. В целом же необходимо максимально задействовать как имеющиеся, так и перспективные военные технологии для повышения безопасности кораблей и их экипажей. Вторая и третья группы средств предполагают диалог на уровне военно-политического руководства, а также глав МИД России и стран НАТО. Почему противник именно Ленинградскую область избрал целью нападок, а не Калининградскую? В целом и Ленинградская, и Калининградская области являются объектами нападок со стороны НАТО. Однако спровоцировать горячее столкновение одной из прибалтийских стран Альянса с Россией противнику выгоднее по политическим причинам. Это самая далекая восточная территория НАТО, и под удар подпадают только прибалтийские мини-государства. В случае атаки на Калининградскую область в конфликт с Россией неизбежно будет втянуты Польша, Швеция и, возможно, Норвегия, Дания и даже Германия. А это явно не входит в планы НАТО. О каких именно критически важных объектах морской инфраструктуры речь? Что им грозит? Подводные коммуникации, газопроводы, крупные кабели, портовая инфраструктура, боевые и гражданские корабли, на которые в том числе можно влиять радиотехническими средствами, объекты морской энергетики, расположение личного состава, склады ГСМ, объекты противокорабельных сил и ПВО, ПРО, арсеналы боеприпасов для военных кораблей. Такие объекты в первую очередь интересны НАТО. Кто именно угрожает? Флот Эстонии можно всерьез рассматривать как угрозу? Или они еще кого-то могут привлечь? Командованию НАТО необходимо осуществить серию провокаций, используя балтийские государства по принципу «кого меньше жалко». Ближайшие для этих действий государства в регионе – Финляндия, Латвия и Эстония. Кого меньше жаль? Ну, вероятно, Латвию и Эстонию. Ими, думаю, и будут жертвовать.